Привет всем! Сегодня решил сделать карпаччо из филе грудки индейки. Вот такие кусочки я взял на рынке, сиротские. Хорошенько убрал весь жир, жилы, сгустки крови. Это важно, потому что это будет портить конечный результат. И что мы делаем? Мы сейчас весь наши куски делим вот на такие порционные кусочки и будем мариновать, просыпать хорошо солью и специями. Но можно этого и не делать, а идти разными путями. Кому нравится уже промаринованное вкусовое мясо, то есть это не только соль и сахар, а чтобы они были со специями, как нравится мне, можно добавлять специи, а можно специи не добавлять. И брать на 1 килограмм соли нитритной 18 грамм, соли поваренной 10 грамм, сахара 5 грамм, аскорбиновой кислоты полграмма. Я буду делать со стартами для цельномышечного мяса. То есть я возьму пикель старты, и у меня будет на килограмм полграмма. Можно делать без стартов, будет то же самое, только единственное, по времени мариновка у вас немножко затянется. И я буду мариновать при температуре плюс 6, плюс 8. Если вы делаете без стартов, в холодильник отправляйте на плюс 2, плюс 4. Значит, в описании я обязательно все дам. Что касается специй, по специям я составляю смесь из семян горчицы, перца сладкого, лука сушеного, перца чили, тмина и петрушки. То же самое. В описании дам состав и граммаж на 1 килограмм. Все. Сейчас мы эти кусочки все это делим и начинаем собирать состав соли и специй. Подсолнечную смесь мы собрали, разделили по весам на порции. И сейчас аккуратненько будем просыпать все наши кусочки. Еще раз напоминаю и говорю, ребят, вот самое главное, чтобы у вас в толще мяса никаким образом не оставались кровяные потеки и крови не было. Почему я вакуумирую? Дело в том, что под вакуумом из всех вен кровь вытягивается. Это очень является положительным моментом. Итак, завакуумировали. Вот чем хорош вакууматор, тем что даже видно, вот где-то еще в сосудах осталась кровь, то когда вакуумируете, она вытягивается из мяса. И кусочки будут потом идеальные. Значит, что мы делаем дальше? Мы сейчас, я для себя ставлю дату, когда это я сделал. Значит, отправляем в холодильники. Если вы делали без стартов, вы отправляете в холодильник, в зависимости от толщины ваших кусков, на температуру плюс 2, плюс 4 на 5-7 дней. Я отправлю в холодильник на температуру плюс 6, плюс 8 на 3-4 дня, поскольку я делал со стартами. А дальше мы будем коптить. Процесс перешел в камеру коптильную. Теперь у нас здесь 3 этапа. Первый этап — это отепливание. 30 градусов в камере, 16 градусов у нас внутри мяса. На втором этапе сушки, у нас температура не совсем важна, лишь бы она не переходила 35 градусов внутри мяса. Что касается температуры камеры, 40-45 градусов. И третьим этапом, это этап копчения при 55 градусов в коптильне, и 45 градусов должно у нас быть температура внутри мяса. И в таком режиме при 50 градусов будем 2-3 часа коптить.
Карпаччо перенес в сушку. И здесь она будет находиться 4-6 часов при температуре 10-12 градусов. Ну что, давайте пробовать. После сушки, где у меня карпаччо из индейки отвисела 4 часа, я переложил в холодильник, и там у меня она находилась 10 часов. Давайте попробуем, что это. Ну, что это, сразу скажу, это супер. Даже не пробуя. Вот так она выглядит изнутри. Фасоль идеальная. Резкий запах копчения, он уже выветрился. Остается вот вкус копчушки. Хорошо получилось. Рекомендую. Вкусно. Делайте, пробуйте. Обязательно понравится и зайдет. Будете делать и себе, и своим близким. А я дальше буду снимать вам новые рецепты.